В 2019 году в совместной Очимчирской абхазо-российской археологической экспедиции были начаты раскопки античного городища Гиенос недалеко от современного города Очимчира на территории Республики Абхазия. Руководителем экспедиции с абхазской стороны был директор Абгосмузея, кандидат исторических наук Аркадий Иванович Джопова. С российской стороны замдиректора Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Александр Юрьевич Скаков. Экспедиция продолжила исследование найденного еще в середине 1970-х годов византийского раннесредневекового храма, который представлял собой однонефную церковь с полуциркульной апсидой с заплечиками, сложным в плане нартексом, охватывающим основной объем запада и юго-запада, двумя притворами – северным и южным. По поводу датировки храма мнения исследователей расходятся. Так, Сергей Миронович Шамба, копавший храм в советское время, датировал его юстиниановским временем, то есть VI веком нашей эры, в пределах его первой половины. Людмила Георгиевна Хрушкова с начала второй половины V века нашей эры, потом первой половины V века нашей эры. Нами же считается более обоснованной ранняя дата, то есть середина V века нашей эры. Церковь действовала примерно до середины VII века нашей эры. Сложной формы нартекс был построен не единовременно с храмом, так же, как и южные и северные притворы. Это выяснилось нами после тщательного исследования, сравнения и обмера плинф из нартекса и науса храма. Эту работу впервые на памятнике сделала сотрудница Ивран Изабелла Владимировна Скакова. Церковь имела стропильное перекрытие, пол из извести и кирпича со слоем раствора сверху, престол и синтрон. Была изнутри оштукатурена и расписана. Фундамент церкви был сложен из камней, скрепленных известковым раствором, а стены из кирпича плинфы, оштукатуренных сверху. На многих плинфах были нанесены знаки и рисунки, которые сейчас исследуются. Рядом с церковью к юго-востоку были обнаружены 8 безинвентарных погребений. Внутри обнаружено 3 кирпичные гробницы и 11 простых погребений. Все погребения выполнены по христианскому обряду. В ходе новейших работ в 2019-2022 годах экспедиции была уточнена планиграфия и стратиграфия памятника. Впервые составлен план памятника. Было заложено 2 раскопа к востоку и западу от храма, которые дали неожиданные результаты. Так, в 2019 году западнее храма экспедиции были раскопаны стены ограды храма. Согласно исследованию плинфы, эта постройка относится примерно к тому же времени, что и нартекс. То есть стены ограды храма не единовременны постройке храма. В 2021 году в юго-восточном углу нартекса был найден свинцовый саркофаг в очень хорошем состоянии, того же времени, что и храм, то есть предположительно V века нашей эры. При вскрытии был обнаружен плохо сохранившийся костяк мужчины в возрасте около 50 лет, обломки стеклянного сосудика, возможно, слезница. Скорее всего, это было погребение священнослужителя высокого ранга. Сейчас саркофаг экспонируется в залах Абгосмузея, и его исследования продолжаются. В 2022 году в северо-восточной части нартекса было найдено античное святилище, уходящее под стены храма. Святилище было вымощено галькой, на которой лежали развалы сосудов и около 30 золотых бляшек, в основном зооморфных, а также бронзовая статуэтка, предположительно V века до нашей эры, 2 фигурки египетских птахпотеков. Ориентировочно святилище относится к V веку до нашей эры, то есть храм был построен на месте, считавшийся священным еще в античности. Восточный раскоп тоже дал интересные находки. Был обнаружен доантичный слой с местной керамикой, то есть очевидно, что греческие колонисты прибыли уже на обжитое место. Исследования памятника продолжаются. Очевидно, что в 1970-1980-е годы он не был исследован даже наполовину. Не везде нашим предшественникам удалось дойти до материка из-за поступления грунтовых вод. Наличие сооружений вне храма остается дискуссионным и тоже будет исследоваться нами. 3D-модель храма выполнена при участии Николая Игоревича Быстрицкого, заведующего лабораторией комплексных цифровых технологий Института востоковедения РАН. Текст подготовила ученый-секретарь и лаборант-исследователей Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урал-Поволжья Ивран Изабелла Владимировна Скакова. Озвучил Евгений Зуевич.